Всем привет! В этом видео решил сделать такой небольшой обзор своей бытовки из контейнера, точнее из двух контейнеров. Вот здесь они сварены, это было два 5-тонных контейнера. Ну, с чего все началось? С того, что, в принципе, мне этот участок достался бесплатно от администрации города, я его сам выбрал. Сделал, забыл, как это называется, в общем, когда ты чертишь границу участка, подаешь на согласование документы, тебя согласуют, потом начинается эта вся брахмапутра с выделением этой земли. Вот. Здесь раньше он кому-то принадлежал, давным-давно, лет, наверное, 30 назад, может, больше. Вот. Да, наверное, уже порядка, наверное, может, 40 прошло, я точно не могу судить, потому что здесь видно, что здесь котлован, он очень старый, потому что в нем росла вот такая лиственница, вот такой толщины. То есть очевидно, что это серьезно. Много времени прошло с того времени, как его бросили. Вот. Он когда-то кому-то принадлежал, в итоге перестал принадлежать. Его выдали мне. Подписал я договор зимой и сразу же начал искать разные варианты контейнеров, потому что понимал, что нужно где-то складировать инструмент, прятаться от дождя и так далее. Вот. И стали попадаться мне разные варианты, в том числе от торгашей с нашего центрального рынка. Там попался 20-фунтовый. В нем он прям шикарно он был оборудован, утепленный. Там была входная группа с железными дверями, которые закрывали, допустим, на ночь, там, на выходные. И пластиковая входная группа, через которую осуществлялся вход в рабочее время. Но ее быстро купили. Тем более она стоила очень дороже. Пока я думал, придумывал. Плюс все равно зимой не повезешь. Лето надо дожидаться. В итоге его купили, остался вот этот вот, из приемлемых вариантов. Он стоил 50 тысяч. Это учитывая, что одна вот такая половинка продавалась за 30, просто пустая, железная. Я понял, что, это судьба. Вот. Бонусом мне достался кондиционер, холодильник. Холодильник еще ладно, там все равно классно, он старый, он рабочий. Но кондиционер это прям вообще, это шикарная штука, очень спасает на самом деле. Козырек тоже достался с ним. Козырек просто убитый в хлам. Но я не собираюсь с ним ничего делать, потому что этот контейнер я планирую ставить на фундамент и над ним возводить уже полноценный навес с переходом в сарай. Сделать такой небольшой комплекс, чтобы в случае, допустим, если какого-то там дождя, чтобы я мог спокойно выходить, заходить в сарай, допустим, брать там, не знаю, инструмент какой-то, материалы какие-то и заходить сюда или работать под навесом. Вот такие вот планы. Скажем так, если не на это лето, то на ближайшие точно пару сезонов. Что дальше? Эта воротина тоже была открывающаяся. Ее мы с другом заварили. Друг варил, потому что, сварочные есть, а я варить умею, но, к сожалению, уже в силу зрения не могу. Пробовал, не получается. Вот, проварена она по кругу на такие большие, скажем так, точки, чего, в принципе, достаточно. Жесткость довольно сильно стало чувствоваться, потому что контейнер не стало так сильно перекашивать, а он все равно, он сам по себе вроде смотришь, конструкция крепкая, а перекосы небольшие все равно присутствуют, это очень заметно по вот этим вот ушам. Постепенно, потому что вот эта середина, она висит. Вот, постепенно уходят, уши смещаются относительно друг друга. Вот, с нетерпением жду, когда я сделаю фундамент, установлю его на фундамент, выставлю его очень ровно, и забуду про вот эти перекосы навсегда. Потому что я его выставил на брусья, на куски брусьев. Брусья ушли в землю, и контейнер опять перекосило. Ну как перекосило? Не сам контейнер, а просто он наклонился. И сейчас очень сложно, допустим, даже суп налить, потому что все стоит криво. Верстак это уже, естественно, я делал. Впервые я применил свои школьные знания геометрии, рассчитывая вот эту вот длину, скажем так, укосины, да, в геометрии, которая называется гипотенузой. Как выяснилось, знать геометрию и применять очень круто. Потому что раньше я не догадывался об этом, да, и подгонял все как-то на глаз, то так отпилишь, и вечно это прям такая проблема была. Оказывается, применяя ту самую теорему Пифагора, можно очень много чего сделать. Ровно и с первого раза. Вот, крепил я его на обычные пластины монтажные, то есть на уголки. Там конструкция не очень крепкая, но в принципе вполне себе достаточно, чтобы что-то делать. Выполняет он две функции. Как видите, лежат мои вещи, с которыми я пришел на участок, да, которые я привез сюда. То есть ты подходишь, их кидаешь, и тебе не надо их класть на землю или вот так вот быть обвешенным и еще ворочать эту воротину, вот эту, которая не очень легко открывается.
Вот с таким грохотом я прихожу всегда на участок. Слышит вся округа: о, Денис пришел на участок. Вот утепление. Кстати, между прочим, когда мы заварили эту одну воротину, это позволило облегчить утепление, потому что вата прижата к ней, а с той стороны зашито только ОСБ. Собственно, само утепление видно тут. Его не было. Я вставлю видео еще прошлое, из прошлых видосов, вот, где я как раз убирал. Здесь на торце была витрина. Здесь стояли холодильники, витринной частью сюда, 2 штуки. Ну здесь единственное, здесь была калитка, такая прям реально калитка. Вот. Но все, по сути, было, грубо говоря, из досок и стекла. То есть утепления никого не было. И из-за этого, когда я убрал это все утепление, витрины отсюда были тоже убраны, естественно, здесь просто стало, такое дыра, грубо говоря. И кондиционер, который достался мне бонусом, он был бессмысленный тут. И как охлаждение, и как отопление, он был его смысл тут вообще сводился к нулю, потому что все уходило через вот это открытое пространство. Закрывать вот эти воротины изнутри, это, то еще веселье на самом деле. Поэтому я делал утепление. К сожалению, не снимал это на видео, потому что тогда, мои редкие выезды на участок я хотел использовать прям со 100% КПД, а видеосъемка, она увеличивает время на работу раза, наверное, в 1,5, а то и бывает и в 2. Вот. Все это утеплял, проем сформировал, потом вставлял дверь. Не обошлось, конечно, без косяков. Самый главный косяк — это заказывать брусок из интернет-магазина. Приходит черти что. Во-первых, пришел черный какой-то, видно, что уже начал цвести. Размеры гуляют от 50, по-моему, местами даже 40 миллиметров я заказывал 50 на 50. Там и 45, и 42, и черти что, короче. Причем он не именно 42, а он в одном конце может быть 45, в другом 50. И просто в разных вариациях. Найти там на 50 ровно было очень сложно. Поэтому толщина вот этого утепления, она везде гуляет, что очень крайне неприятно на самом деле. Второй косяк — это то, что при формировании проема я отбивал только прямой угол. У меня уголок 60 на 60 такой большой. И я все было, странно, думаю, я выставляю низ по углу, 90 градусов по углу, вверх у меня уходит. Там нету 90 градусов. Я думал, наверное, контейнер кривой, поэтому, или пол кривой. И я как-то не обратил на это внимания, я обратил на это внимание, но я не отнесся к этому серьезно, да, то есть это. А в чем суть? В том, что брусок просто кривой. То есть здесь я его выставляю 90, а тут верхушка уходит сюда или вот так вот, то есть в зависимости от того, куда кривизна. И этот момент я не учел. То есть мне, по идее, надо было выставить сначала нижнюю часть по углу, каким-то образом зафиксировать вот эти части, допустим, в середине, то есть промерить необходимое расстояние и каким-то образом попробовать выпрямить этот брусок. Но я этого не сделал, поэтому у меня тут размеры сильно гуляют. То есть здесь сантиметр, здесь может быть 2 сантиметра. То есть дверь, в принципе, стоит не очень ровно, потому что вся геометрия, ушла. Вот это первый косяк. Второй косяк в чем? Коробку я запиливал ручной циркуляркой. Большая ошибка на самом деле, если стремимся к ровным спилам. Контролировать спил в 2 проекциях, да, вертикально и горизонтально, то есть горизонтально это 90, вертикально 45. Практически невозможно. То есть тут, если хотите сэкономить, в то же время сделать хорошо, покупайте торцовку. Во-первых, пригодится, во-вторых, все равно окупится, если будете делать сами. Я что-то как-то так поленился. В итоге, думал, у меня же циркулярка есть, я думаю, что-нибудь там, оснастку какую-нибудь сделаю и отпилю. Фигня полнейшая. Дверь я укорачивал на 10 сантиметров, потому что у меня от пола до потолка ровно 2 метра, там 2,01. Соответственно, чтобы дверь нормально открывалась, по всему периметру, понятно, что сверху, снизу, с боков, слева, справа, сверху коробка, я сделал еще порог, чтобы снизу не гуляли сквозняки, потому что хотелось сделать как можно герметичнее. Оказывается, когда запениваешь, надо вытаскивать эти подкладки снизу. Потому что если ты их выставишь позже, вытащишь, там останутся отверстия. Собственно, так у меня и произошло. Я на следующий день пришел, смотрю, а у меня подкладки, которыми я выставлял дверь, они у меня остались. Я их вытащил, там у меня теперь дырки. Вот.
Дверь я укорачивал на 10 сантиметров. Дверь покупалась битая, то есть такая вот одна дощечка была выломана. Выломано, по-моему, одно или два стекла, я точно не помню. Естественно, одна дощечка, ну, это ломаная дощечка была убрана, и вставлено вот это стекло, то есть. И лишнее я решил отпилить у одной ламели. Отпилил слишком много, в итоге у меня там сверху щель, это вот очередной косяк. Какая ошибка была допущена при запенивании, при монтаже уже самой коробки? Надо было хотя бы одну сторону зашить налистниками. В качестве налистников я решил использовать узкие полоски ОСБ. Вот, если бы я сразу зашил, мне бы не понадобилось подрезать пену вот эту, которая торчит. Первое. Второе, когда ты сразу зашиваешь наличниками, ты усиливаешь коробку, то есть появляется возможность избежать вероятности того, что пена ее выдавит в сторону двери, и, соответственно, дверь будет об нее ширкать. Но этот момент я предусмотрел проставками 3-миллиметровыми. То, слава богу, все нормально, хватило мозгов. Но зашить надо было, конечно, раньше. То есть уже после запенивания, с другой стороны, зашить вторым комплектом. В принципе, ну что, снаружи на этом все. Погнали внутрь. Вот, видно эту щель, которая появилась в результате моих очень странных измерений. Вот. Собственно, о измерениях. Первый раз я коробку отпилил. Не знаю, что я там намерил, но в итоге она получилась где-то там по размерам сантиметров на 5 с каждой стороны больше, чем сама дверь. Пытался проанализировать, вспомнить, каким образом так, почему так получилось, я так и не понял, короче. Вот то, чего здесь должно не быть, да, как я уже говорил, бытовка, не только бытовка, но еще и кладовка, как единственное помещение на этом участке. Здесь и чай пью, и хлам храню, грубо говоря. Ну вот и сплю. Здесь кровать стоит. Ну вот у меня холодильник старенький, но рабочий, что немаловажно. Кондиционер, который сейчас хорошо тут охлаждает, и здесь комфортно находиться. Собственно, вот эта дверь межкомнатная была вставлена именно вот для этого, да, то есть была мысль какая, заварить вторую воротину и вставить железную дверь. Но я как представлю, бегать, ну, вот так вот по каждой ерунде, да, и вот так вот дыж эту дверь, эту туда-сюда ворочать, потому что железная дверь всегда она, во-первых, она не такая герметичная, во-вторых, там надо постараться с утеплением, чтобы там не возникало никаких каких-то там проблем, да, вот. И я понял, что самый правильный вариант будет это межкомнатная дверь, которая будет служить таким, грубо говоря, такой преградой, чтобы холод, когда кондиционер работает на охлаждение, оставался здесь. Там понятно, что потери они будут в любом случае, но они все равно минимальные, и здесь всегда комфортно. То есть, ну и, соответственно, держал тепло, если кондиционер включен на нагрев или стоит обогреватель. Но обогревателя у меня здесь нет, пока кондиционера хватает. Вот та самая кровать, как видите, тут приходится стулья ставить на нее, потому что здесь места, собственно, нету. Вот та самая машинка, вон она, на ней микроволновка, вот те самые коробки, вот детская машинка большая. Там у меня вон фанера, хлам, палки какие-то там, которые, ну, чистенькие, беленькие, жалко их на улицу выбрасывать. Это у меня триммер электрический. Да, электрический, чему я, в принципе, рад. Здесь, опять же, то есть такой вот, вроде и хлам не нужный, и на улицу жалко выкидывать, мало ли в дело пойдет. Там вот стол мой, который я делал в предыдущем видео, уже ноутбук. Ну вот, пожалуйста, то есть эти вот вещи висят, как бы, по идее, место в сарае. Вот это вот тоже, по идее, место в сарае должно быть. Вот, видите, тут, ну реально, хламовник. То есть, вот это приходится на улицу вытаскивать, чтобы вот так вот на ночь здесь улечься, поспать. Я здесь ночую иногда. Вот. Проводка. Проводка здесь сделана кривыми ногами, даже не руками. То есть, вон там в этот маленький кабель-канал напихана куча кабелей, которые там не помещаются. Вот эта крышечка на стяжках была, короче, от таз это все надо переделывать. Вот так вот это все соплями висит. Вот это уже мои сопли. Но, ну, сами понимаете, надо было срочно подключить. То есть, по идее, надо все это переделывать, убирать это все с потолка и делать широкий кабель-канал по кругу под потолком. Займусь этим уже действительно, наверное, когда контейнер станет на фундамент. Подписывайтесь, там, комментируйте, ругайте, если где что не так. Всем пока, до скорых встреч.